Привет, братья и сестры! Сегодня расскажу вам, что увидите в моей передаче. Сегодня обзор Мастер игры, второй сезон, третий выпуск. Здесь узнаете обзор Мастер игры, второй сезон, третий выпуск. И важно, что узнаете, Влад Череватый. Да, вот здесь узнаете. И еще философия. И обзорчик. Так вот, философия, обзор Мастер игры, второй сезон, третий выпуск. Узнаете и про Влад Череватый. Кто я такой? Меня зовут Тадас. Я родился в Литве, город Каунас. Я служил следователем полицейского управления Пасвалис. Я имел звание Летеха. Здесь ведем следствие. Да. Здесь не следственный эксперимент, не путайте, братва. Следственный эксперимент от обзора и философии. Да, я просмотрел третий выпуск. В субботу будет четвертый выпуск. Не путай, братва, берега. Всегда вы путаете берега. В одном берегу Россия, в другом Литва. Литва свободная демократическая страна. Вам расти и расти. Все, не путай берега, братва. Ну вот, сегодня не говорим ни про Россию, ни про Литву, ни про Марокко, потому что эта игра идет в Марокко. Мастер игры, второй сезон, третий выпуск. Я посмотрел там, что. Все нормально, там по-пацански, два козлята там. Так Влад Череват отказался, да. А что там случилось? Что там случилось? Так убили одного, не пришел. Важно третья серия, да. Все, Влад Череват, я знал, что его убьет. Да. Это жалко, ну что будет третьим там, что согласились? Нет, не Влада Черевата там. Там была хорошая сделка, потому что есть два черные и все белые. И белые ищут это два черных. Одну черную нашли, эту девку, да, и на девку все. И Влад Череват тоже. Ну так все голосуют, я голосую. Так, ЧШ, кто выберет? ЧШ, девочка. Две девочки там выбирают, кто победит, кто поехать домой. Ну, Влад Череват, как бы чернушка там. Ну все. Я думал, что Влад Череват крутой там. Но он сказал, я знал, что он его убьет, да. О, все-то. А так ты чё, как? Экстрасенсы, ты все знаешь, что черные, где белые. Ой, нет, я посмотрел на его судьбу, его отец мертвый пришел и сказал, что он сегодня домой поедет. Причем здесь я только говорю с мертвяками. Так Влад Череват крутой. Ой, я вляпался, сказал, что я вижу, да, я не знаю, кто так. Ну, Влад Череват так знает, два чернушка там, кто такие черные, а кто белые, так вот. И если одного черного выбрать, так все будут спокойно спать, потому что один черный остается, это обманщик один остается, и должен он называть второго себя, а не выгонять, не расстрелять. Так вот, и что случилось? Так вот, 6 было, что вам расскажу, посмотри до конца, уж знаешь. Ну, сейчас говорим про Влад Череват, Влад Череват что-то натворил. Ну, там поговорил, побазарил, там немножко Владу Черевату, кто там даст много голоса. Влада Черевата, смотрю, мало эфиров. Ну, теперь про философию потом, кто там. Ну, так посмотри, третий выпуск и узнаешь, кто там упал. Если смотрел, так я вам расскажу, что не показали. Так, я думал, что Влад Череватый такой крутой, вот сейчас нарезал это волоса, там все нормально сделает все, и она не выбьет из игру, и сам Влад Череват голосовал, что она осталась. Но там судьба. 6, самое главное, это такой крутой пацан. Так вот, и она решила, крутой пацан решил, кто поедет домой. Ну так вот, там все по-пацански, там, идет борьба хорошая. Буду смотреть четвертую сюда, буду, потому что Влад Череват остался. Он мой самый лучший
экстрасенсик. Чё. Но я думал, что экстрасенсы сильные. Ну, чё, братва, я окончил 1 класс, я 0, неважно, кто я такой, важно, кто стоит за моей спиной. Сказал, ну чё, так чё Влад Чреватый может там с тобой? Слабак этот Влад Чреватый. Почему? Я думал, что он крутой. Ну, посмотри эту третью серию, поймешь, что Влад Чреват слабак. Он не может прямо сказать. Вот это черный, это надо голосовать против Хики, мы победим, мы получим бабла. Но Влад Чреват не может сказать, потому что его сразу пустят на домой. Никто его не пустит домой, потому что один останется, берет другого и все. Но зуб за Влада Чревата будет, его спустят домой, потому что он всех сдадит ментам, как сказали пацаны. Даст ментам, он не пацан, козел. Если пацан имеет дела с козлятами и козел его сдаст, сам пацан виноват, потому что ты знал, с кем дела имеешь. Так вот. Все, но почему Влад Чреватый слабак? Потому что он один, это у него нет шайка, он ничего не... Он свободный человек, он ни одной шайке не принадлежит, ни другой шайке не принадлежит. Так вот, но никому не мешает, он такой спит, такой спокойный, я такой ничего не знаю, я ничего не сделал, я не мент, я не поганый мент, я не продажный мент, я не мент-петух, я крутой пацан, Влад Чреватый пацан. Но почему он слаб? Потому что у него нет банды, понимаете? Без банды ты 0, окончил на 1 класс и все, и ничего сделать не можешь, как и Влад Чреват. Вот видите, вот знаете, без банды ты 0. Ты нигде не продержишься, если ты будешь с козлятом, с тобой никто не будет дружить, тебя уволят. Неважно какая работа, зона, полицейские, ФСБ, ГРУ, если у тебя не будет банда, ты 0. Когда у тебя есть банда, ты такой крутой, ну чё, братва, сегодня пьем, да? За твой чёт, как всегда. Ну, чё, братва, пьем за мой чёт, я хочу учиться, да. Так вот. Чё вы в зоне не сидели, чё не работали ментами, чё? Чё? Не работали полиция, ФСБ, ГРУшники? Так давай, скажи, что неправда, что я лох. Ну, я самый крутой, ты генерал, самый крутой, потому что есть конкуренция, там лохов не принимает. В полиция так там принимает лохи, такие, как я, лох. Ну, так, говорю, генерала, где же Литоха, как кто-то лох литовский. Поганый, не поганый, я пацанский, полицейский, пацанский, но я все, меня уволили, угнали. Ну, там про меня не будем рассказывать. Про меня так в другой серии скажу. Сейчас про брата Чреватого расскажем, почему он слабак. Я думал, что он все, он побегает, все, и может он сделать. Ну, он не может сделать так вот. Он не слабак, он там... Я сказал, посмотрел Влада Чревата, штаны надел. Я пошутил, Влад Чреват, это шутка, чё? Посмотри, третий. Ой, пошутил, нет, на Влада не нажу, потому что он сильный. Я Летёха, Влад Чреватым там с генералами базарит, ты все нормально-то на него. Почему он слаб? Потому я могу Владу Чревату сказать в глаза, Влад Чреват, ты слаб. Потому что ты не можешь играть в шахматную партию с Богом. Чё не знаешь, Влад Чреватый? Ну чё? Если чё, подписывайся на мой каналчик, ставь грефом, побазарим, по-пацански нормально расскажу, что такая шахматная партия с Богом. Ну чё ты, братва, как всегда, братва приходит, а так можно. А чё, братан, не знаешь, что так можно? Так пацан тогда сделал, а чё ты, кто такой? Все ясно, можно, если пацан тогда сделал. Все, потому что другие приходят, мне вот так надо делать. Чё, можно ты? Влад Чреватый, ты никому не должен доказать, что ты самый крутой пацан. Но я так говорю про экстрасенсов. Ни один экстрасенс, как мне там сказали за спиной, Влад, не может играть партию шахмату с Богом. Так вот, это такая философия, Влад Чреватый. Если я что не прав, и там заяву буду кидать этим, чем там только избранный человек может
может играть в шахматную партию с Богом. Ты чё, каждый мент? Братан, не каждый мент. Летеха, который крутой был. Ну я говорю, Летеха крутой. Зоня, который понимает зонские... Зона это... Чё не знал, братан? Зона. Если ты не прошел зону, зона это ад. Ты не знаешь, что там аду творятся. Если по-пацански с пацаном кофе не пил, ты какой ты пацан? Ну так я с пацанами кофе пил, все нормально, по-пацански. Нормально, по-пацански, так вот. Про третью серию не будем рассказывать, что нужно третья, чтобы ты мог избранным, ты мог сыграть шахматную партию с Богом. Ну чё, Влад Череват, я чё, не крутой? Я чё? Ну ты чё там уже гоняться, знаешь, как ты такой крутой, такой нормальный, это было. Вляпался Влад Череват по черному. Я так думал, чё это шахматные партии? Правила ты знаешь. Влад Череватый, расскажи правила игры шахматной партии с Богом. Я так чё, вляпался, 5 лет играю, все правила не знаешь, знаешь ты. Еще один, братан, ты знаешь, Владимир, правила, как нормально вести. Не будем рассказать, что. Давай, Владимир, по-хорошему, там пацаны рассказали, что. Я так не боюсь, я не секу, я всегда и Влад Череватую могу сказать, что он слабак. Слабак не потому, что он черный маг, не знаешь ли, потому что не может играть в шахматную партию с Богом. Он мне нужен, потому что гоняем в Москву нормальным пацаном найдем. Эксперимент мне нужно сделать. Вот так там сидят за углом. Братан, ты должен сделать эксперимент. Расскажи всем, что был первый граф, и все, и тогда покатится, повертится. Все. Влада Череватого тоже нужно взять, потому что он свидетель для эксперимента будет мой. А кто его будет спрашивать? Есть такие крутые генерал сказал, кто его будет спрашивать? Его возьмем и все. Он где живет? В России. Значит, он при делах уже. Это все. Влад Череват, если тебе позвонит, свои скажет, что ты при делах, все. Поедем, сделаем, не в Москву поедем, мне московский сверх ни хрена не нужно. Ты сказал, там знаешь одного священника. Так вот. Все, Влад Череват в пределах, он знает священник. Вот берем этого священника, который ты знаем, церковь берем. Ты, генерал, все сделать по-пацански. И все, и делаем эксперимент. А потом, если получится эксперимент, так тогда Владимир выводит войска из Донецка, Луганска, Крым. Если он что не захочет вывести, найдем над собой нормально пацана, посадим. Ой, братья и сестры, я не император России, не путайте берега, я литовский диванный король. Так вот. И Влад Череват Словакия думал, он весь, вот все, Влад Череват заколдовал его, и она останется, и черный поедет домой. Но Влад Череват сказал, я заколдовал, что я знал, что она проиграет, я хотел, чтобы она никого не обижала, что я была хорошее настроение. Чё ты здесь в фругу гонишь? Завтра в 4 серии не покажешь, что настроение было хорошее. Все, ты козел, братан, ты сдал ментам всех. Влад Череватый не думал, что козел сдал всем ментам. Нет, Влад Череват сказал, я пацан, я никого не сдал, я не сказал, это черный, это еще впереди, посмотрим, Влад Череват. Ты крутой или не крутой. Знаешь сам, если... Все, Влад Череват, уже ты свидетель, будем делать эксперимент, шахматная партия с Богом. Все, нужно священник, священника ты знаешь, так вот. Чё не смотрит, говорю, давай быстро сделаем. Так, Летеха, ты чё не стоит? Каждый Летеха хочет становиться генералом. Так все, есть, Влада Черевата берем. Священника берем, церковь есть, и все, делаем эксперимент, получится, все, Владимиру приедем, скажем, чё, братан, тебе время истекло, подписывай мирный договор, вводи войска из Донецка, Луганска, Крыма, все будет по-пацански, пацаны как стрелку сделают, так по-пацански все будет, все, мы скажем,
что 50 лет теперь ты будешь править самой... Сделай мечу эту самую лучшую. Все впереди, братва. Все, только давай побыстрее, графов нужны. Быстро подписывайся на платного графа и все, пойдем дальше. Все. Ну, можно сделать эксперимент в России, в Грузии, Греции, Америке и других. Важно, ну, и Францию уже можно. Сказали, там есть один священник, нормальный, пацанский, православный. Сказали, только там надо наезд один сделать, что он согласился. О, французская церковь. Так... Ну, сказали, он там что-то не рулит, там... Раскрою один секрет для пацанов. Нужно 12 ночью. Что сделать? Священник должен... Вот это уже только для графов. Что 12 ночью нужно сделать. Для пацанов. Если что, скажите, Влад Череват, он вам скажет, что нужно делать 12 ночью. Так вот. В церкви молиться, что не знаете, братва, и должен священник провести. Ну, сами знаете, что священник может провести. Так вот, Влад Череват слабак, и она проиграла, поехала домой. А 2 это осталось, и они решают, кого выгонять или кого позвать, чтобы сдать ментам. Что бы сказали, вот это она была, я вам сказал, что она-то... Но лохов, думаю, они не найдут. Они не так играют. Ну, козлята, как козлята играют. Потому что пацаны пацанов ищут, чтобы пацаны выиграли. Но они хотят сами выиграть. Ну, так не бывает. Уже сдали ментам. Уже одну все знают. Ну, что, другой раз проголосуете, все. Ну, это шайка. Ну, что-то шайка поделать, если знает. Мою уж банду не трогай, будет по-пацански нормально. Что там по-пацански нормально? Ну, посмотрим, по-пацански нормально. Кто выиграет, козлята или пацаны? Ну, всегда пацаны должны. Ну, что? А так Влад Череват знает, кто уже выиграет, что будет дальше? Ну, посмотрим, как там Влад Череват. Ну, что? Первое. Влад Череват очень крутой. Экстрасенс. Но экстрасенс, так вас скажу одну тайну, если ничего, спросите Влада Череват. Экстрасенс не может играть в шахматную партию с Богом, если не знаете. Потому что он не избран. Он уже избрал свою дорогу экстрасенсом быть. Сказала Влад Череват, я хочу быть хорошим Владиком Череват, я хочу людям помогать, я хочу, чтобы настроение было. Что-то я не понимаю, так на кого ты работаешь, Влад, на Люцифера или на Иисуса Христа? Так ты берега, Влад Череват, не попутал? За один берег есть Россия, за другом свободная демократическая Литва. Ну все, на этом ноте кончается. Как сказали, что Россия будет свободная демократическая страна. Еще время не пришло. Спросим Влада Черевата, ну когда это время придет? Ой, Влад Череват скажет, я знаю, что он скажет. Ой, братан, я это не могу сказать. Меня наручники надеют или расстреляют. Я не хочу быть русским императором. Ну так, Влад, я не хочу быть русским императором. Все, будет тот, кто хочет жить 150 лет. Ну, не так, как фильмы. Посмотрите обзор фильмчика там. Зовите. Видео. Так, все там узнать, там живет 250 лет можно прожить, да. Как? Призраком. Все, ставим лайкосики. Или нормально, как пацану. Есть пацаны, которые жили 150 лет в горах. Ставим лайкосики. Все нормально, братья и сестры. Если понравились такие передачи, будем делать 4-ю. Ставим лайкосики, пишем комменты. Спасибо, что смотрели. На этой ноте заканчиваю. Влад Череват, самый крутой экстрасенс в России. И на этом заканчиваю. Пока, братья.